Всем привет, с вами Кики, и сегодня я расскажу вам сказку. Сказку, рассказанную мне дождем в дождливый ноябрьский день. Слышите? Капли дождя продолжают шептать свои секреты, которые прячутся в золотых огоньках Физалиса. Давным-давно огромный дракон проглотил солнце. Из этого во всем мире стало темно. Настолько темно, что все живое на земле стало погибать. Нашелся храбрый воин, пожелавший, что бы ни случилось, что бы ни произошло, победить страшного дракона и вернуть светило на место. И он отправился на поиски чудовища, а захватил с собой всего лишь один маленький фонарь. Храбрый воин нашел этого дракона и бился с ним в ожесточенной схватке. Дракон был повержен, и солнце вернулось на небо. Свет, который излучало солнце в первые мгновения свободы, было таким ярким, что отважный герой закрыл ладонью глаза, но при этом уронив фонарь на землю. Упавший фонарь разбился, и из него выпорхнули тысячи огоньков. Огоньки ярко-красного цвета разлетелись повсюду, но некоторые успели зацепиться за стебли растений, и теперь можно увидеть свисающих с некоторых стебельков маленькие огоньки, словно фонарики. Так, согласно этой древней легенде, появился на свете Физалис. В главных ролях Гарфилд в роли злого дракона, в роли Физалиса тыковка, а Киану Ривз в роли отважного воина. При создании этой сказки никто не пострадал, а Киану Ривз потрясающий. Сказка окончена, оформления ежедневника еще нет. Остается добавить название месяца на титульную страницу, а также не забуду про лист с полезными привычками. И рядом расположу трекер шагов с привычками, которые нужно делать, несмотря ни на что. Всем спасибо за просмотр, вы потрясающие, и волшебного вам ноября. Пока-пока!